Сегодня у нас в гостях будет Алексей, он подойдет чуть попозже, наш сооснователь и бизнес-директор. И Константин. Константин уже с нами, наш Привет, продакт-директор, привет. также будет отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Да, всем Константин. привет. Всем привет. Слышно меня? Слышно, но мне слышно тихо. Ну, буду стараться громче говорить. Ага. Так, слышно, что... Ой, пишут, что нас слышно тихо. Сейчас, секунду. Сейчас попробуем с этим что-то сделать. О, отлично, прекрасно. Лучше сейчас? AirPods рулят. Мне лучше. В чате пишут, что тоже хорошо. Все, супер. Все, супер. Можем начинать, получается. Начать мы хотим с самого, наверное, популярного вопроса последних нескольких недель. А вопрос про соревнования. Ой, сори, не про соревнования. Про фор и цену токена. И как мы планируем поддерживать и то, и другое. Да, супер. Это вопрос, который волнует всех последние несколько дней. И это абсолютно нормально, что такой вопрос есть. Значит, что мы сейчас делаем вообще в принципе, то, что касается и будет касаться в дальнейшем и стоимости NFT, а также и стоимости токена, это в первую очередь мы фокусируемся на привлечении новых пользователей. И вот в ближайшие там несколько недель будет несколько таких достаточно больших анонсов партнерств. Наблюдайте, пожалуйста. Также мы запустили сейчас рекламу на различные рынки. В общем, активно занимаемся привлечением новых пользователей. При этом видим, что в данный момент есть небольшая недостача объяснения вообще ценности NFT среди пользователей. И в том числе поэтому, например, мы там сделали анонс по Genesis NFT, которые будут нести чуть больше value, чем все остальные. Но при этом видим, что многие пользователи, которые, ну не многие, но некоторые пользователи, которые имеют там не один NFT, а много, начинают иногда в спешке их продавать, что и самое интересное, что это, как правило, котлеты 6-го уровня, что вообще в корне неправильно, но то есть это если сесть посчитать на калькуляторе, то так получится, что потенциал заработка вообще у котлета открывается как раз-таки к 10-му уровню. Вот. А почему-то многие очень пользователи сосредоточились на доведении котлета до 6-го уровня, а также там потом дальнейшей его перепродажи и так далее. Вот, поэтому из грядущих шагов, что мы сейчас еще поэтому будем делать, кроме привлечения новых пользователей, это непосредственно объяснение пользователям текущей ситуации. Мы сейчас на пороге, ну не на пороге, а вот уже, я думаю, что можно сейчас так, наверное, говорить, мы сейчас партнеримся с Footprint. Это достаточно большой провайдер блокчейн-даты, и, соответственно, там пользователи смогут видеть верифицированную уже информацию о том, сколько транзакций происходит, сколько пользователей, сколько там новых котлетов сменчено и так далее, чтобы можно было делать какие-то выводы. Но при этом уже есть, как мы видим, некоторые площадки, на которых мы, кстати, там вчера что-то ретвитили про одну из площадок, можно посмотреть Твиттер и полазить по дэшбордам, на которых, в принципе, есть текущие данные по тому, например, сколько новых котлетов сейчас появляется в игре. То есть я так предполагаю, что больше, там, львиная доля пользователей не знает об этом, что, например, когда до того, как Mint стал стоить там 200 волкинов, у нас генерилось одно количество NFT-котлетов каждый день, сейчас оно там
драматика ли упала, там больше, чем в 15 раз. И, соответственно, пополнение вот этих котлетов 6-го уровня, которые common бесплатные даются в начале, ну, то есть оно сильно очень сократилось, и новых, ну, то есть сильно не предвидится. Вот, поэтому будем максимально делать все, чтобы показывать пользователям, в принципе, ценность, во-первых, NFT, а во-вторых, показывать конкретную текущую дату, текущие сведения о том, что происходит внутри проекта on-chain. Вот. С точки зрения поощрения пользователей, которые условно больше вкладывают, чем там просто получают бесплатного котлета и доводят его до 6-го уровня, то тут тоже предусмотрен на самом деле целый ряд механик новых, которые будут вводиться, в том числе там ежедневные какие-то награды, таргетированные бонусы, и они все будут там зависеть от количества котлетов, от рарности и так далее, и так далее. Во-первых, для того, чтобы увеличить, в принципе, количество наград, которые мы дистрибьютим, а во-вторых, для того, чтобы поощрить другие рарности, условно, кроме Common, которых сейчас достаточно много. Ну вот, наверное, из большего все. Спасибо за ответ. Есть маленький доп. Вопросик по поводу стейкинга токенов. Угу. Будет ли он, как он будет? Да, по поводу стейкинга токенов у нас сейчас два варианта. У нас, в принципе, он на какой-то момент был почти готов в самом приложении, но мы сейчас в обсуждении партнерств со сторонними площадками для стейкинга, достаточно большими, у которых будет, в принципе, просто больше функционала для стейкинга и для реворда пользователей, которые непосредственно стейкают эти токены, то есть там ежедневные лидерборды, еженедельные и так далее, и так далее. То есть это такие более интересные механики для стейкинга, чем просто держать на кошельке какое-то определенное количество монет и получать за это какой-то процент. Поэтому я думаю, что в течение там 2-3 недель будет анонс, с кем мы идем и когда это будет. Спасибо. От тебя добавлю, что все важные объявления мы будем освещать в наших комьюнити, так что stay tuned, как говорится. Обо всем расскажем, как только будет подробная и уже точная информация. Я думаю, ответ был очень даже исчерпывающий. Мы можем идти дальше. К вопросу номер 2 по животрепещущей, не знаю, как это сказать, вопросы про соревнования. Начиная с матчмейкинга. Матчмейкинг очень сильно действовал на нервы части нашего комьюнити, судя по тому, что писалось в чатах, писалось нам на почту в поддержку и обсуждалось на всех доступных каналах. Так что можем начать с него. Значит, по матчмейкингу я сам читаю все чаты, поэтому я вижу проблемы, которые есть. И, соответственно, как вы могли заметить, это появилось там пару недель назад, наверное, может быть, 1,5 недели назад, когда часто там попадается один и тот же соперник и так далее. Значит, начнем с самого популярного вопроса про ботов. Ботов сейчас в игре уже вообще практически нет, то есть это все, кого вы видите, это, как правило, живые пользователи с живыми котлетами. Единственное, что матчмейкинг происходит не в режиме peer-to-peer, то есть это котлет, который есть у пользователя, по нему есть все данные, и вы с ним соединяетесь, соответственно, происходит у вас competition, забег. Соответственно, видим, что многие пользователи сейчас попадают в такой, как это называется, в такой луп, когда часто попадает один и тот же соперник. К сожалению, это есть такая проблема на нашей стране. Это связано с изменением алгоритмов матчмейкинга, которые мы сейчас активно тестируем, потому что, объясню сейчас почему, но, собственно, с этим связано, поэтому это будет поправлено вот буквально там день-два, наверное, с новыми билдами на iOS и Android.
Соответственно, для чего вообще существуют алгоритмы матчмейкинга и что они из себя представляют? Есть следующая проблема, что если бы был полный рандом в соревнованиях, то есть мы бы не подбирали противника по схожим каким-то характеристикам, по схожей активности и так далее, то, соответственно, какие-то пользователи бы проигрывали 100% времени, какие-то пользователи бы, скорее всего, выигрывали в 100% времени. То есть если там у тебя легендарный котлет, ты полностью его там одел и ходишь какое-то большое количество шагов, то, скорее всего, там, ты будешь постоянно выигрывать. То есть это не приносит, в принципе, ни проекту, ни игре, ни пользователям никакого удовольствия, поэтому существуют какие-то алгоритмы, которые мы постоянно тюним. И хотим, естественно, сделать так, чтобы все были довольны и все условно получали то количество побед и наград пропорционально вложенным силам. Вот, поэтому тут еще много чего делать. Ну, вот эти первые проблемы, которые сейчас на слуху, они вот-вот будут поправлены, а дальше будем еще дальше тестировать. Спасибо. Мне кажется, ответ был весьма глубокий, детальный, и вопросов в комьюнити больше не Я будет там еще возникать в таком я вижу, количестве. кто-то написал там еще про много дублированных названий котов. К сожалению, тоже есть эта проблема, но это реальные коты с реальными одинаковыми именами. В основном это коты, которые были сменчены там, в первые дни Open Beta из-за очень большого наплыва игроков, потому что просто нейронка, которая делает наши имена, она не справлялась, поэтому какие-то имена дублировались. И это такая проблема есть, к сожалению, она никуда не уйдет, ну, то есть не обращайте на это внимание. Чем больше будет котов, тем меньше будет этой проблемы. Ребята, вижу, что вы поднимаете руки. Мы пока что будем идти по вопросам, которые мы отобрали заранее до этой встречи. Но если останется время, тогда мы сможем спросить кого-то из вас. Так, ну, как говорится, не проблемами единым. Есть еще парочка предложений, которые хотелось бы обсудить. Первое из них — режим автобоев, так называемый. Да, много про него спрашивают, и, в принципе, понятно, что для пользователей, у которых много NFT, которые они менеджат, у них уже вызывает проблему, соответственно, их менеджмент. Вот, поэтому что-то такое будет сделано. Сейчас наши основные силы направлены на то, чтобы сбалансировать тот баланс внутри проекта, который есть, то есть это избавиться, ну, то есть как таковой инфляции токенов в данный момент нет, нам надо еще избавиться от, ну, по крайней мере, сделать шаги для избавления от инфляции стоимости NFT, и мы их сейчас будем делать. Кстати, возвращаясь на шаг назад, я, по-моему, забыл сказать, что мы уже несколько раз там делали такие сникпики небольшие по поводу кормления котов и ограниченного у них лайфспана, и потом возможности их мерджа дальнейшего и так далее, и так далее. То есть вот эта штука, вот-вот на днях мы ее там чуть более детально распишем, и она тоже призвана, соответственно, бороться с инфляцией котов. По поводу автобоев, слышали фидбэк от комьюнити, что-то типа такого будет сделано. Очень радует. А можешь еще рассказать немножко про дальнейшую эволюцию соревнований? Планируются ли какие-то изменения? Как они будут выглядеть дальше? Да, смотрите, значит, вместе с фичой кормления будут, я уже тут, короче, этими инсайдами раскидываюсь, мы еще не анонсили этого ничего. Значит, вместе с фичой кормления будет также заанонсена фича по бустерам, и она будет выпущена раньше, чем само кормление. То есть это позволит покупать и стейкать определенные
в общем, определенные штуки, которые будут давать буст в соревнованиях. Это то, что относится конкретно к этому виду соревнований. И это как бы одно из первых. В дальнейших планах есть сделать возможность, чтобы соревнования длились чуть дольше по времени, если этого требует, ну, как бы пользователь, то есть это будет другой вид соревнований, в которых также будет небольшое привлечение также скилла, то есть это не будет просто там рандом и борьба с статами, а туда можно будет, опять же, использовать какие-то бустеры, эти бустеры можно будет зарабатывать там в других боях и так далее, и их каким-то образом использовать. Вот. Также то, что я говорил в начале, будет еще добавлено вот эти ежедневные реворды и таргетированные бонусы, которые тоже будут по факту представлять собой, то есть это будет уже не competition с другими игроками, а это будет непосредственно просто какая-то механика внутри игры, которая будет давать возможность тоже заработать при активном участии. Ну и также мы уже, по-моему, там много раз рассказывали, что один из следующих там нововведений, которые мы будем делать, это будут турниры, которые будут, скорее всего, начинаться с локальных турниров. Эти локальные турниры будут выглядеть следующим образом, что можно будет позвать там друга, одного-двух друзей, выставить какие-то целевые показатели, то есть, например, там сражаться по шагам или там по победам в компетишенах, или там и по тому, и по другому, и, соответственно, оплатить какой-то входной билет, и тот, кто там выигрывает первое, второе, или там первое, второе, третье место, те будут делить между собой этот прайс-пул. Вот, из нововведений по механикам, наверное, с большего всего. Спасибо за инсайты, эксклюзивная информация, которой мы еще пока на самом деле не делились, да. Очень приятно знать, что соревнования развиваются и будут выглядеть иначе, и будет интереснее, потому что тема тоже такая в комьюнити популярная, что все становится очень скучно, очень предсказуемо и все такое. Так что вот знаете, что это все пока еще, мы еще в процессе, и все будет по-другому очень скоро. Когда мы смотрели ваши вопросы, нам стало очень приятно видеть, что вопросы задаются не только про какие-то проблемы, там, недоработки, вопросы, но и также в форме пожеланий, предложений, и вы, в общем, переживаете за наше развитие. Поэтому следующий вопрос про социальный аспект приложения, в частности, про реферальную программу, как самую популярную такую тему. Будет ли она у нас? Константин, вы еще на мьюте. Выбросил из Телеграма. О. Вопрос про реферальную программу, Всё правильно? так. Мы прямо сейчас разрабатываем, то есть смотрим лучшие практики, которые есть вообще по реферальным программам. Она будет, скорее всего, состоять из нескольких ступеней, и можно будет 100% ей пользоваться. Это сейчас не прям первый приоритет, но такая штука разрабатывается и будет внедрена. Я думаю, что это где-то в течение, наверное, месяца-полутора. Будем деталями делиться, что там будет внутри. Спасибо, замечательно. Думаю, можем переходить к вопросу более экономического характера, связанному с бесплатными NFT. Вопросы вы задавали еще до того, как мы анонсировали платный минт по достижению 6-го уровня. Но я думаю, стоит его все равно осветить, потому что тема популярная, и про платный минт заодно тоже можно затронуть. А вопрос в чем? Вопрос, планируем ли мы оставлять бесплатных NFT и дальше, или просто это как временная тема для беты? Нет, мы планируем оставлять бесплатных котов 100%, потому что это помогает достаточно быстрому росту пользователей, их количеству, и, соответственно,
Для этого мы ввели платный минт, для того, чтобы немножко уравнять тех, кто получил котов бесплатно, и тех, кто покупает их там на NFT-сейле или на маркете. Соответственно, не вижу, в чем сейчас вопрос, типа, оставляем мы их или нет. Ну, да, мы их оставляем, это точно. Там есть какая-то еще подоплека, Юля, или нет в этом вопросе? Да, есть вопрос, Может, я потерял. связанный с этим делом, потому что NFT у нас уже не совсем прям бесплатные. Коты-то Да. бесплатные, но чтобы стать NFT, уже нужно заплатить определенное количество волкинов. Вот можешь немножко поговорить про причину, ну, не причину, то, что причину, а задачу этого события платного минта? Да, соответственно, коты и не были никогда бесплатными. Для того, чтобы их прокачать, нужно было ходить, участвовать в компетишенах, что-то зарабатывать и реинвестировать эти волкины. Соответственно, мы увидели, что есть дисбаланс между пользователями, которые покупают котов и которые их получают бесплатно и докачивают до 6 уровня. И вот ввели такую меру, как платный минт, потому что, в принципе, минтить кота – это не обязательное условие для того, чтобы продолжать играть. Поэтому можно... Так, мы потеряли спикера. Одну минуточку, пока он к нам вернется. Обрели и снова потеряли. Пока Константин возвращается к нам, я продолжу мысль про то, что минтить котлеты не обязательно, и можно продолжать играть, продолжать участвовать в соревнованиях и продолжать с помощью его зарабатывать. Также минт можно сделать на любом уровне, начиная с 6 и вплоть до 10. Нет какого-то ограничения по времени, когда вы должны превратить своего котлета в NFT, чтобы продолжить игру, например, или для каких-то иных целей. Но вместе с тем ряд функций доступен только NFT. Самое там заметное из них – это бридинг. В бридинге могут участвовать только NFT-котлеты. Если есть какой-то вопрос еще... Выбрасывает меня все. Так, я тут рассказала про то, что не обязательно минтить своего NFT-котлета. Да, супер, спасибо. Тут вроде все по этому вопросу. По крайней мере, по тем вопросам, которые мы получали. Связанный, так сказать, околокотлетный вопрос – это размещение NFT на каких-либо площадках, кроме внутриигрового маркетплейса. Есть ли такие планы вообще или нет? Нет, таких планов пока нет, если коротко. Очень лаконичный вопрос. Отлично. Так. Борьба с инфляцией NFT и токена. Этот вопрос мы вроде бы его затрагивали обсудили про уже. флор, да, и про сжигание токенов мы тоже говорили. Не, про сжигание, кстати, мы не говорили. И, да, можем поговорить. У нас был анонс. Я думаю, что все его видели. Ну, кто не видел. В общем-то, у нас получилось сейчас собрать достаточно большое там количество волкинов на Treasury, то есть которые были использованы для прокачки котлетов, которые были использованы для покупки лутбоксов, и которые, собственно, собраны как комиссия в маркетплейсе. И, соответственно, все эти токены до одного, они все выведены из оборота. Мы их не пускаем дальше никуда в циркуляцию. То есть, в принципе,
на данный момент это уже равносильно там, их сжиганию. Понятно, что мы их пока не сожгли, и то, что мы уже заявляли, то есть часть из этих токенов будет сожжена, потому что их там уже достаточно много, но часть будет использована исключительно в маркетинговых целях, для привлечения новой аудитории. Я думаю, что это будет интересно и всей имеющейся аудитории. Вот. Детали по вот этому использованию токенов, которые мы собираем, они тоже будут предоставлены прямо в процентах, и можно будет их все отследить. Вдогонку вопрос про листинг токена на каких-то других биржах. Да, ну, это то, что я говорил в начале, то есть сейчас в ближайшие несколько недель будет пару таких достаточно больших анонсов, ну, мы надеемся, что больших, поэтому следите за новостями, будут новые биржи и не только. Спасибо. Переходим к парочке вопросов, больше про механики внутриигровые. Популярный вопрос про бридинг. Бридинг с нами уже как неделю, кажется, чуть больше даже. И вот самый такой вопрос, который бросается в глаза, как формируются статистики потомка, и можно ли каким-то образом себе там скрестить, получить в результате скрещивания потомка быстрого или выносливого, или сильного, или же это невозможно сейчас? Смотрите, бридинг, там у нас все расписано, мне кажется, на медиуме, как формируются потомки. И у нас, в принципе, все статы, они зависят от генов. То есть есть common гены, но там, например, скорость, она зависит, условно, у нас есть там уши, и они есть нескольких рарностей. И вот, к примеру, уши отвечают за скорость. Я уже просто, если честно, точно не помню, там достаточно большая таблица. Но если уши отвечают за скорость, то если у них определенная рарность и определенный ген, то есть внутри рарности есть еще определенный набор генов, то такая скорость и будет у этого кота. Соответственно, при бридинге, чтобы максимизировать те статы, которые хочется получить от имеющихся родителей, нужно бридить на более высоких уровнях, и тогда шанс получения тех стат, которые есть, он становится сильно выше, если коротко. Но такой возможности, как там что-то подобрать и выбрать, чтобы именно там, не знаю, скрестить двух котов, у которых низкая скорость, а из них получить высокую, такой возможности, к сожалению, нет. Как нет и возможности из, там, например, коммонных генов получить каким-то чудом равного котлета по итогу? У нас мутации на повышение этих равностей. Все так. Нет. В бридинге их и не будет. Будут другие механики, которые будут позволять это делать. Спасибо за дополнение. Вопрос, опять же, про котлетов и про рарности. Недавно мы ввели разный кулдаун энергии для разных рарностей котлетов, и он стал отличаться. И котлеты высших рарностей получили преимущество. И вопрос, планируются ли какие-то другие плюшки для котлетов разной рарности. Например, вот тут есть интересная такая идея, возможность повышать рарность уже имеющегося котлета каким-то образом, за Волкиной или там еще каким-то образом. Ну, это же все там к предыдущим вопросам. Будут механики, в которых можно будет получить кота более высокой рарности, чем есть сейчас. Для этого там, скорее всего, нужно будет несколько котов и так далее. Вот. По поводу дополнительных ревордов пользователям, которые обладают котами более высокой рарности, ну, во-первых, у них более высокий Пропала связь, кажется. Попробуй замьютить и анмьютить. Мы тебя вообще не слышим сейчас.
спикер снова нас покинул. Я могу опять продолжить мысль по поводу плюшек для равных котов. Они сейчас уже есть в виде шансов при бридинге получить потомков рарности как минимум родительской, точнее, как максимум. Все зависит от генов, в общем, но чем выше... Так, спикера у нас пока еще нет. Чем выше Я здесь. рарность... Есть? Прекрасно, можешь продолжить мысль. Да, но я говорил про новые механики, которые будут вводиться. Естественно, в них будет различие по ревардам для разных рарностей. И чем выше рарность, тем больше потенциальный там ревард. Это в принципе, понятно. Мы же про это говорили? Я зашел, ты про бридинг рассказывала. А это я рассказывала про текущие плюшки. Окей. Переходим к вопросам про проблемы. Две проблемы у нас есть, самые такие ярые. Это бан в игре. Якобы порядочных пользователей банят просто так ни за что. Мы писали об этом на гитбуке, но есть ощущение, что мало кто читал об этом на гитбуке. И вопросы продолжаются, и мы бы хотели немножко поговорить про как не стать забаненным в Лукине. Ну, мне кажется, тут все достаточно прозрачно, нужно честно играть и не пытаться обойти систему, и никогда не будешь забанен. Вот. При этом я сам лично обработал там, наверное, не знаю, 200-300 обращений, которые прилетали в суппорт на appeal бана, и я вам скажу, что 99% из них это не люди, которые случайно были забанены. Вот. Поэтому надо читать гитбук, там все написано, как не попасть в бан. У нас запрещен мультиаккаунт, у нас запрещен читинг с шагами. Ну, наверное, и в принципе, любая попытка абьюза системы, ну, их сейчас практически нету. То есть это две основные причины для бана. Это мультиаккаунт и читинг с шагами. Читинг с шагами там еще под собой несколько предусматривает, то есть разные умельцы есть разные вещи пробуют, вот, поэтому всех их стараемся банить. Да. Мне кажется, кстати, что мы там достаточно оперативно реагируем. Ну, из того, что я наблюдаю, как во всех разных чатиках прилетают вопросы по бану, и то, что прилетает в appeal, достаточно оперативно всем отвечают. Просто что есть люди, которые после там первого ответа и объяснения причин бана, они пишут там еще после этого 20 раз. Ну, к сожалению, наверное, им там будет отвечено чуть попозже. Но так, в принципе, достаточно быстро и оперативно отвечаю. Да, спасибо, что поднял эту тему. Хотелось бы немножко добавить. Мы смотрим и читаем чаты, мы читаем почту, обрабатываем ваши сообщения, но, к сожалению, это занимает время. И просьба большая была бы с пониманием отнестись к этому. Мы всегда ответим на ваши сообщения, но это может чуть-чуть занять несколько дней. Вот. Так что не расстраивайтесь, если вам тут же не пришел ответ. Мы все видим, все обрабатываем, и все проблемы стараемся решить как можно скорее. О проблемах переходим к другой проблеме, про подсчет шагов. По большей степени подсчет шагов работает корректно, проблем не возникает, но есть несколько, ну не то что несколько, есть случаи, когда шаги или вообще не считаются, или как-то странно считаются. Вот. Хотелось бы узнать, работаем ли мы над этим и что вообще планируем с этим делать. Да, в принципе, эти вопросы были уже, и мы на них, по-моему, отвечали, что мы очень много, у Android очень много, в принципе, девайсов, за которыми очень сложно уследить за всеми, и там, например, не на всех есть встроенный датчик шагов, или там он есть, но не на всех там есть Google Health предустановленный и так далее. И с этим всем приходится, соответственно, бороться и там условно отсматривать эти телефоны и девайсы по производителям, там чуть вплоть до того, что по моделям. Соответственно, сейчас у нас уже есть новый алгоритм подсчета шагов и там переведения, верификации их и там переведения их в гемы на андроиде.
и я думаю, что он будет выпущен вот там со дня на день прям. Спасибо. У нас подходят к концу наши предвыбранные вопросы. Последний из них – это вопрос про нашу оценку бета-тестирования. Как вообще обстоят дела, все ли идет по плану, так сказать. И, планы мы уже освещали ближайшие по фичам, но вот можно поговорить про то, как все обстоит на текущий момент. Сори, очень сильно зависает телефон, выбрасывает все время. Значит, по поводу того, как обстоит на текущий момент. В принципе, мы оцениваем, что все неплохо. Естественно, какие-то вносятся коррективы по ходу выпуска апа, по поводу, в принципе, рынка, на котором мы вышли, и так далее, и так далее. Поэтому мы стараемся объективно на все реагировать и достаточно реактивно, то есть быстро принимаем какие-то действия, тоже связано там и с балансом. Я думаю, что вы видите, что много чего поменялось, в принципе, со старта. Вот, поэтому, но стараемся максимально держаться в тех таймлайнах, которые мы изначально заложили в проект, но при этом roadmap уже немного поменялся, в том числе из-за того, что мы видим где-то какой-то дисбаланс, в принципе, внутри приложения, внутри игры, поэтому я думаю, что мы где-то в течение этой или следующей недели мы такой выкатим детальный roadmap, что будет сделано в ближайшие 6 месяцев, вот, и будем стараться уже его придерживаться, потому что такие основные пожары мы все сейчас потушили. Если помните, кто там пришел в Open Beta с самого начала, то там достаточно часто не работало вообще все из-за большого количества пользователей или там из-за каких-то багов, которые были. В принципе, почти все такое большое потушено. Естественно, остаются какие-то мелкие баги, которые мы, в принципе, фиксим до сих пор и будем продолжать это делать. Но детальный роудмап тоже для всего комьюнити будет вывешен скоро. Да, благодарим за ответ. У нас по вопросам все. Предлагаю сейчас позадавать, точнее, не позадавать, а поспрашивать, предоставить слово нашим слушателям. Как ты на это смотришь? Супер, конечно. Кто хочет спросить вопрос, можете поднимать ручки. Так. Что-то подвисает тут все так. Давайте предоставим слово ленивой панде. Так, секундочку. Ленивая панда у меня пропала. Ой, прошу прощения, ленивая панда, к сожалению, пропала из списка. Спросим Дениса. Так. Всем привет, меня слышно? Да, все хорошо слышно. Смотрите, у меня довольно-таки насущный вопрос. Очень много кто спрашивает насчет карантина. Во-первых, зачем его ввели? Ну, понятно, зачем, чтобы не пересылали через Фантом, а все-таки было сжигание токенов через Marketplace. Но у меня такой вопросик. Можно ли было бы ввести, допустим, выкуп из карантина? Ну, вот ребята спрашивают. Ну, смотрите, карантин введен в основном не для того, чтобы не перебрасывали через Фантом. Тут на самом деле складывается достаточно много факторов в один. Почему он был введен? Потому что мы, в принципе, готовы были его там давно ввести, но почему-то все время оттягивали. Первое – это сильно усложняет жизнь мультиаккаунтам, которые создают котов для того, чтобы их продать, и делают это достаточно быстро, и тем самым потом, собственно, и роняют флор и так далее, и то, что потом всем не нравится. Это первое. Второе, естественно, для комиссии маркетплейса
И третье, это в том числе для того, чтобы хоть немного обезопасить пользователей от скамеров, которые есть на рынке, которые все время предлагают купить что-то через Фантом, и потом люди плачут, что у них ушли все их коты там и все волкины. То есть, в принципе, там мы уже видим эффект, что за несколько недель там, или там, за неделю, сколько у нас есть карантин, уже люди почти перестали вестись на эту штуку и там не продают ничего через Фантом, вот, потому что понимают, что, наверное, это особо никому и не надо. Вот. Поэтому, вот эти три фактора для них был введен карантин. По поводу того, можно ли будет его снимать, хороший вопрос. Давайте подумаем, надо посмотреть. Я думаю, что нет. Возможно, мы его подсократим, потому что он сейчас такой достаточно злой. Вот. Но он решал определенные проблемы такие текущие. Но, возможно, будет немного пересмотрен. Ну, зато он довольно-таки актуальный, связан как с короной, 2 недели дома посиди. Да. Оспа обезьян скорее. Все, спасибо, у меня больше вопросов нет. Спасибо за вопрос. Спасибо. Так, Костя, может, выберешь ты? У меня очень плохо работает. Меня выбрасывает вообще при любом движении. Если можно, выбирай. Хорошо. Так. Дадим слово Сергею. Опять улетел. Вот. Меня слышно? Да. Всем привет. Прошу прощения, если ветер, гуляю с котами. Вопрос, даже не вопрос, а скорее пожелание и на обсуждение сообщества. В игре существуют характеристики у котов и соревнования для этих характеристик. При этом порядок и цветовая дифференциация отсутствует. То есть, например, у нас есть зеленая скорость, а соревнования для нее другого цвета. И также с фиолетовым цветом, например. И они идут в другом порядке. С точки зрения логики и красоты, мне кажется, можно было бы упорядочить их сообразно цвету. Спасибо. Мы, кстати, видели такой вопрос, да, по-моему, даже обсуждали. И у нас уже даже там то, что мы видели, уже наши ребята уже что-то хотели поменять еще до этого вопроса. Но мы, в принципе, пока заблочили эту штуку, потому что люди достаточно быстро привыкают к тому, что видят. Поэтому, скорее всего, это будет заменено только при введении каких-то новых механик, для того, чтобы не вызывало такого диссонанса, потому что люди потом могут начать тыкать не в те соревнования, в которых уже привыкли участвовать и так далее. Понял, спасибо. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос нам задаст ленивая панда. Снова панда убежала. На самом деле очень сильно лагает. Я вот пытаюсь листать, а оно все куда-то убегает. Значит, не будем листать, а спросим Влада. Алло, слышно? Да. Да, привет, извиняюсь, микрофон у себя не включил. Не знаю, насколько вопрос правильно сформулированный, но суть, как сказать, моего опасения в том, что если у команды какой-то, скажем, резервный фонд, может быть, на случай каких-то взломов, каких-то непредвиденных ситуаций, потому что, NFT это особенно касается, и каких-то похожих проектов тоже, которых мы все знаем, тоже были взломы, то есть и нужно было как-то оперативно, срочно решать эту проблему. Вопрос безопасности, скажем так, в целом. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле
обезопасились, точнее, озаботились безопасностью прям сильно, потому что у нас было там в начале и много и DDoS-атак и так далее. Сейчас у нас такой как-то circle, в общем, круг такой безопасности с большего выстроен, основной, вместе там, с нашими DDoS-провайдерами и так далее. Кстати, поэтому там у некоторых несколько там, дней назад не получалось там зайти в игру в некоторых регионах и так далее, и так далее. То есть, мы постоянно это апгрейдим, потому что есть всякие vulnerability тесты, которые мы проводим, нагрузочные тестирования и так далее, и смотрим, где могут быть какие-либо уязвимости. Что касательно самих там токенов, которые залочены, те токены, которые не залочены, они в принципе там, то есть если мы говорим там про резервный фонд, он есть, но при этом он там формируется, этот резервный фонд не у команды, то есть резервный фонд всего проекта, это Treasury он называется, соответственно, эти токены, они там лежат только на Ledger, на отдельных компьютерах и так далее, и так далее. С этой точки зрения мы стараемся максимально обезопасить все вот эти моменты с потенциальными уязвимостями, поэтому, отвечая на вопрос, есть ли какой-то резервный фонд, конечно, какой-то резервный фонд есть. Надеемся, что пользоваться им не придется. Да, это круто. Все, спасибо большое. Спасибо за вопрос, интересный очень. Так. Все-таки дадим слово ленивой панде. Я уже несколько раз пыталась, и таки случилось. Микрофон дала, можно пробовать говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Существует два вопроса. Первый, может быть, стоит увеличить стоимость в обед, вознаграждения, допустим, там 8-й, 9 уровень, чтобы у людей был бы стимул качать котлеты дальше. И второе, если я, допустим, нашел баг, это как-то, куда я могу сообщить, допустим, какое-то вознаграждение за это может быть или нет? Или просто мы сейчас все в бета-тесте, или просто его надо написать в директе, в ветку? Желательно просто написать, если этот баг не связан там с каким-то багом, который может быть потенциально там связан с безопасностью. Если он потенциально связан с безопасностью, то лучше написать в суппорт. Мы посмотрим, если он реально имеет место быть, с удовольствием вознаградим, вообще никаких вопросов. Он, в принципе, влияет на экономику игры. Там есть вариант. Я не хочу просто сейчас этим всем рассказывать, массу выносить. Есть большой баг, который удваивает награды. Пишите. Посмотрим. Нам уже писали, проверяли, пока ничего не удваивалось, но пишите, с удовольствием посмотрим. Если такое есть, с удовольствием вознаградим и баг исправим. Это первое. Можете мне написать, допустим, в Телеграме, потому что в Дискорде как-то общались, там получается, там я не вижу этого правильного ответа. Или как-нибудь связаться потом со мной. Или сейчас администраторы ваши. Кто-то напишет сейчас. Хорошо. Спасибо. И по поводу первого вопроса, вы прям предвосхитили сегодняшний анонс. Я не помню, мы уже анонсили или нет. Но нет, не подождите. Да, подождите чуть-чуть буквально, там по поводу наград сегодня будет. Спасибо. Так, переходим к следующему вопросу. Добрый день. Меня слышно? Здравствуйте, слышно. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я достаточно недавно вошел в приложение и не могу найти, наверное, его еще нет, внутреннего конвертера, чтобы переводить с Soleanны в Волкины, либо наоборот. Будет ли такая возможность в дальнейшем? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле эту штуку сделать не супер-то сложно там, при наличии ликвидности. Мы давно хотели ее сделать. На самом деле здесь есть ограничения со стороны платформ,
Я не знаю, там, видели вы или нет, например, там, в том же Степане, например, сейчас убрали уже Marketplace из приложения, потому что, соответственно, у них там появился внутренний DEX. То есть это все связанные такие вещи, в общем, не хочется грузить всякими гайдлайнами, там, Apple и Google. Не, я понимаю, Apple блокирует такие вещи. Да, Да, есть проблемы. Поэтому в случае, если есть возможность там купить что-то прям в API и потом это конвертировать во что-то, ну, что используется в приложении, то с этим могут быть проблемы. Мы, на самом деле, там с Apple, ну, общаемся достаточно давно, уже там несколько лет, и так достаточно плотно. Поэтому мы с ними уже давно обсуждаем, ну, как бы варианты, как, что здесь можно сделать. Потому что у нас там, если вы видели, у нас там в партнерах есть такая компания uTorg, которая там предоставляют, например, шлюз для покупки токенов прямо в приложении просто там за карты, ну, с пластиковых карт. Вот. Но мы тоже, к сожалению, пока не можем это имплементировать, хотя фича уже есть готова, вот, но только из-за того, что у Apple есть достаточно строгие гайдлайны, ну и мы с ними, в общем, их обсуждаем, какие есть варианты использования. Понял, все, спасибо большое за ответ. Спасибо вам за вопрос. Следующий вопрос мы спросим Алекса. Алло, привет, слышно меня? Да. Замечательно. Всем привет, хотелось бы узнать такой момент по количеству котлет. Насколько я понимаю, чем больше количество котлет у нас все-таки вознаграждается, да, то есть стимулируется, во всяком случае. У меня есть 16 котлет на аккаунте, у кого-то есть 40, 30, ну, то есть все мы покупали их на маркете. И в связи с этим следующий вопрос. Я согласен с тем, что смерть котлета, ну, срок жизни котлета, он будет влиять на инфляцию, то есть вполне позитивным образом, но не случится ли так, да, что мои инвестиции в виде Волкинов, они как-то не успеют окупиться? Все, как и, соответственно, остальных прекрасный вопрос. Это окупиться, и это не будет так, что они окупятся, и нужно будет все, что заработал, нужно будет перевложить для того, чтобы там код жил дальше. Это немного не так работает, поэтому ждите анонса, и там, ну, потом, я думаю, там на следующей АМе сможем это обсудить, или там пишите вопросы, потому что мы, в принципе, стараемся максимально сбалансировать эту штуку, чтобы можно было и зарабатывать, но при этом все-таки реинвестировать и в то же время сжигать каких-то, ну, условно, не сжигать, а использовать каких-то котов для того, чтобы можно было играть там другими, там, более прокачанными, условно, и так далее. То есть вот эта вся штука будет в одной фиче, поэтому дождитесь анонса, пожалуйста, постараемся максимально все расписать, там, я думаю, что все будет понятно. Спасибо за обратную связь. Спасибо. Спасибо вам за интересный вопрос. Я думаю, мы еще спросим, давайте 3 вопроса и будем потихонечку заканчивать. Давайте 2. Давайте 2. Вопрос от Виктора. Сейчас Виктор к нам подключится. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос следующий по поводу Garmin часов. Мы безумно рады, что пользователи айфонов могут пользоваться часами Garmin, Apple Watch и Amazfit, если я не ошибаюсь. Когда это будет возможно для пользователей Android? Во-первых, это удобно, не бегать часами. Ой, ну, в смысле, не часами, точнее, а с телефоном. А во-вторых, все-таки часы очень четко считают шаги.
Вот, Вопросов нет. Я сам пользуюсь часами Garmin, поэтому прекрасно вас понимаю. К сожалению, просто на iOS интеграция с ними достаточно простая. На Android такой прям, ну как это, сверхзадачи это сделать не стояло, поэтому это все, опять же, будет упираться там в девайсы, в различные и так далее, в тестирование этого всего там на разных девайсах, поэтому это точно, ну вот прямо сейчас это не первый приоритет, хотя там эта штука сдвигается уже там, наверное, месяца полтора-два, и мы про нее все время помним, знаем, что тем, кто бегает, или там много ходит, существенно удобнее пользоваться часами, чем носить с собой телефон. Обязательно сделаем, но вот прям не в ближайшие там типа 3-4 недели, это точно. Понял, спасибо, ждем. Будет здорово. Спасибо вам. Да. Получается, последний вопрос или все-таки два? Ну, давай. Давай, один или два? Давай и два. Серый волк. Пока не слышим. Алло, слышно? Вот теперь да. Алло, да. Всем привет. Спасибо большое разработчикам и нашим идейным создателям. Вообще крутое приложение, я кайфую от нее. У меня пару вопросов, если позволите. Первый вопрос. Ну, как бы частично уже ответили, но один момент. Вчера я бегал марафон с телефоном, и у меня было 82 тысячи шагов. Но начислилось мне всего лишь 12 тысяч, и плюс 5 приветственных. Получается, вот эта пятерка плюс бонусная, она зачисляется только за первые 10 тысяч или есть баг? И второй вопрос. Недавно было обновление насчет поисков продуктов на маркетплейсе. Есть там ползунок на соляну, да, такая вертикальная, горизонтальная такая. Она не очень удобна. И, например, я хочу найти там за одну соляну, да, какой-то продукт или за два. Но никак не попадешь туда. Все время там 5, 6, 7, и ты начинаешь чуть раздражаться. Все, спасибо. Тут вот пишут по поводу ползунков, что уже залита, скоро будет сборка. Прям вот разработчики слушают АМУ и пишут. Поэтому это поправим. По поводу... Я только не услышал, или вы не сказали, какой девайс у вас, Android или iOS? У меня Android. Ну, вот с шагами там есть проблема, да, на многих девайсах, но вот, как я говорил раньше, уже сейчас готова сборка, и мне кажется, вот-вот, буквально, может быть, день-два будет апдейт по шагам на все андроиды, и будем собирать фидбэк, будем смотреть, как это будет работать. Отлично. А будет ли возможность там, возместить? Я вчера, например, реально попотел, хотел там добрать до 3-го уровня, но у меня есть доказательства, я сделал скрин, вот эти steps, да, 63 километра. Но чуть-чуть обидно стало после пробежки, смотрю, всего лишь начислилось, вообще там 1/7 части. Это обидно просто было. Поэтому я с первых минут стоял. Согласен, это обидно. Тут в данном случае, что называется, здоровье, которое вы приобретаете за счет этих всех пробежек, это, что называется, лучшая награда. Поэтому, к сожалению, гемы мы не компенсируем, но сделаем все, чтобы оно считало правильно и больше такого не было. Этого будет достаточно. Спасибо большое. Да, супер, спасибо.
Спасибо вам за интересные вопросы. И у нас последний на сегодня вопрос. Все, кто желал спросить, у меня опять исчезли. Сейчас отмотаем назад. И спросим Дмитрия. Алло, меня слышно? Да, Всем привет. привет. Такой вопрос насчет мультиплеера. То есть, ну, действительно, при там 10 даже котлетах на аккаунте, ну, нереально все прокачать до 8. То есть, во-первых, нет никакой награды до 7 уровня, то, что убивает просто интерес. Ввели бридинг. Бридинг не имеет смысла, так как нужно все качать до 9, чтобы не терять в генах. Все упирается в шаги, и даже, ну, там, при нормальных инвестициях в игру, ну, у тебя просто нет этого функционала. А как нам известно, если проводить аналогию с Степаном, то, ну, многие достигали 20 энергии, и люди жаловались, то, что вложить деньги и получить 20 энергии, это, ну, как бы нетрудно, но вот потом проходить все время, использовать эту дневную энергию, это, типа, тяжело. Ну, а у нас выходит все наоборот. То есть люди покупают Волкин, и все упирается непосредственно в шаги. Планируется как-то это пересматривать, увеличивать или снижать просто стоимость в гемах? Спасибо. Пока на самом деле, мне кажется, что не планируется, но все-таки ходить, это такая одна из основных задач, в принципе, всего проекта, поэтому ходите больше, вот, и всего будет хватать. Но при этом, да, то, что я говорил раньше, мы видим, что есть рост пользователей с большим количеством котлов, и у них есть, ну, то есть у них появляется определенный дисбаланс вот, с точки зрения, первое, это там недостатка шагов, в то время как там у обычных пользователей, которые много ходят, у них там есть переизбыток этих шагов. Соответственно, тут налицо определенный дисбаланс, надо просто применить какую-то механику, которая будет это делать, ну и то же самое касается и там проведения целой кучи боев в случае, там, если у вас там 10 или 20 котов, и каждым из них надо побатлиться. Ну, то есть такой проблемы не было еще там, условно, 2 недели или там 3 недели назад. Сейчас пользователей с таким количеством котов становится все больше и больше, и мы это видим и будем решать однозначно. Пока вот то, что вы спросили, прям вот, типа ввести какой-то еще мультиплеер, который будет еще увеличивать там количество гемов за шаги, пока такого не планировалось, но вопрос услышали, посмотрим, соберем какие-то данные, сделаем аналитику, посмотрим. Спасибо. Так, спасибо за вопросы, спасибо за ответы. Это был последний вопрос на сегодня. Хочу поблагодарить всех, кто подключился, послушал. Хочу поблагодарить нашего спикера, который отвечал сегодня целый час на вопросы. Мне кажется, очень много инсайтов и полезных ответов дал. И запись этого эфира будет для тех, кто пропустил, для тех, кто хочет переслушать. Все это дело мы выложим. Да, спасибо, что пришли. Это была первая подобная АМА. Если вам понравилось, ждем вас в комментариях, как говорится. Если увидим, что вам эта тема понравилась, то будем проводить такие АМА на регулярной основе. Я хотел сказать спасибо комьюнити большое. Все вопросы прям четкие, по делу, без всякой воды, типа там маркетинговой. Это всегда приятно. Классно, что разбираетесь. Всем спасибо. Будем заканчивать на сегодня. Всем хорошего дня. Все, всем пока.